Самый главный вывод, какой я для себя вынес, что вот Республика Беларусь и белорусы – это наши соседи, но о которых мы практически ничего не знали до этого. Вот вспомни, что мы знали о Беларуси до этих событий. Почему Лукашенко всю свою предвыборную кампанию построил на том, что Россия враг? Ну, Россия, она разве что-то может сейчас, кроме войны, предложить? Я вот не вижу, вот просто не вижу каких-то достижений. По-моему, в Кремле план такой. Добрый вечер, Роман. Привет, Александр. Спасибо огромное, что согласился пообщаться не с политиком, не с журналистом, не с блогером, а с обычным человеком. Это приятно для меня вдвойне. Ром, если тебе не сложно, можем ли мы общаться на «ты»? Конечно. Тем более я сразу, во-первых, на «ты», потому что мы примерно одного возраста, а во-вторых, не сотвори себе кумира. И журналисты, и блогеры, или кто-то другой, они точно такие же люди. И тем более, если у тебя есть YouTube-канал, ты тоже уже блогер. А наша общая цель, чтобы украинский сегмент YouTube имел больше здравомыслящих людей. Так что мы 100%. в одной команде. 100%. У меня еще лозунг канала «Хороших людей больше». Согласен. Ром, смотри, я последнее время у себя на канале очень много видео уделяю ситуации в Беларуси. Я очень переживаю за людей, я очень не люблю диктаторов. И я бы хотел, чтобы мы с тобой немножко поговорили про Республику Беларусь. И я бы хотел узнать твой взгляд, твое мнение на ситуацию. Что для тебя сейчас революция в Беларуси? Чем она может отличаться от украинской? Как себя ведет Путин? Как себя ведет Лукашенко? Что вообще в эфирах госпропаганды России? Ты там ближе находишься, видишь чаще, слышишь. Какая вообще обстановка? Слушай, так много вопросов, ты мне останавливай, если что, потому что... Давай тогда мы, чтобы у нас получилось не интервью, я хочу, чтобы у нас был больше диалог какой-то. Твое отношение к революции в Беларуси? Самый главный вывод, какой я для себя вынес, что вот Республика Беларусь и белорусы – это наши соседи, но о которых мы практически ничего не знали до этого. Вот вспомни, что мы знали о Беларуси до этих событий. Знали, что Александр Григорьевич крепкий хозяйственник, что в Беларуси все очень хорошо, особенно дороги, и там рай. Правильно? Да, согласен. А выясняется, что это, как бы обертка, а под этой оберткой такие же люди, как и мы. И я для себя вынес вот самое главное, что белорусы – это абсолютно европейская страна, Республика Беларусь. И, слушай, у меня был такой случай, наверное, лет 10 назад, я общался с одним белорусским парнем, и он мне тогда сказал, вот, Рома, вот вы там говорите, Украина – это Европа, но смотри, ведь может получиться так, что Беларусь войдет в Европейский Союз даже раньше, чем вы. И он обосновывал это тем, что это страна меньше, что как бы она примерно одинакова по, я не знаю, там, по своим взглядам. Ну, и за счет этого она более легче интегрируема в те же европейские структуры. Вот. Ну, посмотрим, как оно будет, но факт остается фактом, что любой нормальный человек хочет жить в свободной стране. И для многих это абсолютная ценность сама по себе. Вот это, наверное, открытие все-таки для многих в нашей стране, в том числе. Ром, а скажи тогда, пожалуйста, свое мнение. Почему Лукашенко всю свою предвыборную кампанию построил на том, что Россия враг? Ты знаешь, во-первых, это такой прекрасный пример, как можно переобуваться в воздухе, причем неоднократно. И
на самом-то деле вот эта риторика такая антироссийская, она же, как мне кажется, абсолютно оправдана. Потому что ну, вот я здесь живу, они же как раз вот, когда размышляют о своем российском величии, думают, кого бы им захапать. Украину хотели захапать, чуть-чуть отгрызли. Время от времени про Казахстан вспоминают, про другие государства, которые когда-то входили в Советский Союз, когда это было очень давно. И Беларусь это как рассматривается как страна зона геополитических интересов России. И вот тут же частенько размышляют на тему какого-то слияния, объединения. И даже вот смотри, белорусские оппозиционеры, они же, ну, мягко говоря, их слова... Это ты очень мягко хочешь сказать. Такие... Да, ну, что они слушай, ничего не говорят, допустим, против Российской Федерации и Путина, правильно? Наоборот, они тогда требовали, вот я помню, Цепкало требовал от Лукашенко прекратить антироссийскую риторику. Вот. И то есть вопрос в чем? Что ну, мы же здравомыслящие люди и прекрасно понимаем, что если территориальной целостности и независимости белорусского государства что-то угрожает, то точно это не Литва, это точно не Латвия, это точно не Эстония. Ну да, страны НАТО, конечно, но военный потенциал у них не самый высокий. И точно не Польша. Вот ты можешь представить, что поляки ведут в Гродно свою армию? Вот, ну, я не могу представить, но на государственном телевидении, которым сейчас руководит Russia Today, каждую неделю рассказывают, что танки бряцают, что уже создана группа армии «Центр». Ты слышала, как Жириновский говорил, чтобы захватить всех и поработить? Хорошо. А вот на твой взгляд, какое отношение у Путина к Лукашенко? Именно как человека, потому что как политики, понятно, тот его кидает все время, потом бежит к нему на коленях, говорит: Путин, помоги. Тот говорит: я уже резервы сделал спецназа, и при этом его душат: ты там как-то отходи от власти. Вот просто твое человеческое мнение. Ты знаешь, я рассматриваю вот российских политиков, ну, в частности, Путина. Он же не смотрит на ситуацию с точки зрения человека, как личности. Они все-таки оперируют вот этим своим национальным интересом, как они его понимают. И понятно, что Лукашенко при всех своих вот этих коныках, то есть то туда, то сюда, то ты брат, то ты враг, за счет вот этой вот модели строго вертикальной, диктаторской, в принципе, он может эту страну при каких-то обстоятельствах, ну, или максимально сблизить с Россией, или вообще, я не знаю, там, за счет каких-то гарантий, своей личной гарантии, вообще ее как бы отдать под Россию. А теперь, смотри, вот если в государстве возникает многопартийная система объективно, конечно, в Беларуси появятся свои медведчуки, это бесспорно, которые будут топить на Россию. Но появятся силы, которые будут говорить: ребята, ну, мы, белорусы, такие же люди, как и все остальные. И будет вот этот вот такой долгий политический процесс, в результате чего победит европейский вектор, потому что, ну, Россия, она разве что-то может сейчас, кроме войны, предложить? Я вот не вижу, вот просто не вижу каких-то достижений. Что они продают на арене? Русский язык, на котором вот мы с тобой говорим, а ты в Киеве сейчас находишься. Ну, я не знаю, можно сказать, что ты в бане? Но ты же в бане спрятался не потому, что ты хочешь по-русски поговорить, а потому что тебе там удобно вести стрим, правильно? Ну да, я деткам не мешаю, детки не мешают. Ну, плюс второй момент – это Великая Победа и православная вера. Ну, слушайте, победа, никто ее не оспаривает, никто ничего не ставит под сомнение. Но это же было 75 лет назад. Нам предлагают события, гордиться событием, исключительно событием 75-летней давности, в то время как, Илон Маск запускает на ракеты в космос. Вот поэтому, видишь, такая архаика по большому-то счету. И
Повторюсь, я просто не вижу, что они могут предложить. Плюс они же не предлагают, они же постоянно бряцают или пушками, или еще чем-то, постоянно грозят или украинцам, или казахам, или тем же белорусам. А ты, например, не исключаешь такой вариант: революция победила, и Беларусь получает себе второй Донбасс? Ты знаешь, у них, наверное, этот сценарий маловероятен по ряду обстоятельств. Одно из этих обстоятельств, то, что я говорил выше, и почему у Беларуси больше шансов вступить в Евросоюз. Страна меньше. И если будут какие-то разборки в военном ключе, то они, в смысле Россия, они будут сразу хватать все. То есть ведут сразу войска погродно, оккупируют и все. Поэтому будет другой расклад. И, понимаешь, даже люди, которые выходят против Лукашенко, вот я смотрел вчера твой стрим с Олей, и, понимаешь, ты слышишь такие, ну что ли, мысли, и они очень свойственны белорусскому обществу. Они не понимают, что Россия для них не брат, что они решают совсем свои задачи и не рассматривают Беларусь как что-то отдельное, а рассматривают исключительно с точки зрения, что это часть империи, которая временно откололась. И, знаешь, можно долго размышлять, потому что история, она, говорят, повторяется, но у всех свой путь и своя дорога. Но я, знаешь, не оптимист. То есть, мы увидели, что революция произошла, но она не победила. И то, что сейчас происходит в этой стране, это, если политологическим термином пользоваться, это реакция. И сейчас они будут душить этот протест самыми отвратительными способами. Ну, они это и продолжают делать, и все жестче, жестче, жестче закручивают гайки. Хорошо. А как себя ведет сейчас пропаганда в России по отношению к Беларуси? А ты знаешь, мне кажется, они стараются Беларусь частенько просто игнорировать. То есть, если когда какие-то такие события очень яркие там происходят, они об этом говорят. Но в целом тут ничего не изменилось. Они размышляют на тему, как освободить Украину от украинцев, как там потягаться с американцами. И про Беларусь, понимаешь, по-моему, эта тема неудобна для пропаганды. То есть, с одной стороны, есть Лукашенко, который не сильно хочет сдавать страну Путину, и не видно этой победы, понимаешь? Как эту ситуацию разрулить? Переобулся 3 раза. Лукашенко плохой, Лукашенко хороший, Лукашенко плохой. И у них вот такой вот хаос. А последний он свой там лайф этот делал про Беларусь, так он кому-то как бы отвечал, что я у кого не спрошу, мне до сих пор непонятно, как себя вести и как комментировать, что мы хотим от Беларуси. То есть у пропагандистов тоже вакуум, они не знают, что говорить. Нет, так пропагандисты – это же не какая-то самостоятельная субстанция. У них один локатор всегда настроен на одну из башен Кремля, и они транслируют исключительно то, что отражается оттуда. И вот видишь, это вот как раз и говорит о том, что или ничего не отражается, или они не знают, что с этим делать. Потому что и так, поддерживая Лукашенко в современных реалиях, они и так отвернули от себя белорусов. Ты видишь, вот даже вот... Все больше и больше отворачивается. Конечно. И происходит точно такой же процесс, как в Украине. То есть я вот вспоминаю себя до 2014 года, в принципе, наверное, для всех в нашей стране, может быть, и было какое-то количество людей, но факт того, что русские могут напасть на Украину, это, в принципе, не укладывалось в голове. А это произошло. И они использовали все средства для того, чтобы убивать граждан Украины, причем русскоязычных в первую очередь. Ради чего? Ради скреп, величия и так далее. А с Беларусью вот они думают, как поступить. С одной стороны,
На самом-то деле, я тебе скажу, вот, по-моему, в Кремле план такой. Они хотят заставить Лукашенко провести конституционную реформу, создать вот, ну, видимость многопартийности, такой себе российский вариант. И будет у них своя, чтобы была своя белорусская единая Россия, какие-то Жириновские белорусские, еще какие-то там якобы партии, но чтобы... Контролировать страну через парламент, правильно? Конечно. Вот, по-моему, они этого хотят. Чтобы этих Медведчуков белорусских было, может быть, не 1, а 8 или 5 или сколько. И таким образом плавно страну держать, чтобы не использовать военную силу. Вот, по-моему, вот такой у них план. Но в связи с тем, что Александр Григорьевич упирается, и кажется, что он думает, что он как бы силой всех загонит просто по квартирам и просто наводнит страну с тотальным страхом, вот они не торопятся сильно. Ром, вот у меня такой вопрос. Как ты считаешь, как долго еще пропаганда из телевизора будет влиять на людей? Ведь все больше и больше людей уходит в интернет, и больше людей смотрят альтернативные новости, я скажу так, прозревают. Ну, в той же Беларуси. А вот сколько еще продержится сила телевизора? Я думаю, что пропаганда будет всегда действовать на людей, и вопрос, в какой мере. У нас же сейчас такой интересный период в истории человечества, что благодаря этим информационным технологиям информации стало действительно больше, и информация появилась. Но что делает тот же YouTube? Вот если человек является стопроцентным путинистом, путиноидом, не знаю, там, скрепой «Великая Россия», бахнем ядерной бомбой, и живет, например, в Германии. Таких людей очень много, которые, будучи репатриантами, остались, по сути, советскими людьми и, прожив 20 лет в Германии, являются просто мегасторонниками Путина. Откуда это берется? Из телевизора. Потому что если человек хочет верить именно, я не знаю, в это, то ему даже алгоритм Ютуба подстроит контент таким образом, чтобы подсовывать ему Соловьева, Киселева, Путина и Симонян, которые рассказывают о каких-то нехороших вещах в той же Республике Беларусь. И этот вопрос очень такой, ну, сложный, потому что вот где тут грань между цензурой и здравым смыслом. Но по сути... Смотри, но они сейчас же принимают законопроект, где имеют возможность блокировать YouTube, Facebook, Twitter. Они это когда-нибудь сделают? Думаю, что нет. Пока они занимаются как бы, продвижением тезиса, что они великие и могут заблокировать YouTube. Однако тот же Соловьев, он где его видео в первую очередь смотрят? На этой же платформе. И вряд ли они будут рубить сук, на котором сами... Ну, основная жалоба, что Соловьев не попадает в тренды, поэтому YouTube ввел цензуру. Ага. Ну, а ты не хочешь, Саша, как бы возмутиться, почему твой YouTube-канал не в трендах постоянно российского YouTube? Мне хочется сказать, ребята, делайте интересный контент и все. Включен в продвижение просто. Ну вот, делайте интересный контент, потому что они, понимаешь, вот эти вот пропагандоны российские, они за счет того, что их постоянно подпитывают деньгами из нефтегазовых труб, то у них, по-моему, корона настолько велика, что они считают, что они, как бы их мнение, оно безальтернативное. Но это же не так. Смотри, немножко отвлечемся от Беларуси. Скажи мне, пожалуйста, вот Министерство обороны России несколько дней назад сказала, что готовится международная провокация против вакцины этой «Спутник-5» российской. При этом, задавая вопрос Пескову, у нас же самая великая вакцина, почему Путин до сих пор не привился, Песков сказал,
не время. А я, насколько слышал, в Америке Мгм. 3 последних президента привились новой вакциной, дабы показать людям, что это безопасно и классно. Вот как ты смотришь на агрессивный маркетинг в Америке и агрессивный маркетинг в России, который сейчас говорит: Украина, не купишь русскую вакцину, вы все умрете. А если не Почему это умрете, то мы Министерство нападем. обороны делает? А если, да, если не умрете, то мы на вас нападем, и вы все равно умрете. Поэтому покупайте российскую вакцину «Спутник Ви», так она правильно Ли. называется. Видишь, эта история, она же вообще-то не про медицину. Вот если с как бы, медицинской точки зрения, она же не прошла всю сертификацию, и она даже не может закупаться по программам ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, на данный момент. А россияне вакцину используют как элемент мягкой силы и рассказывают, что эта страна не только нефть и газ продает, а вот еще у них есть школы вирусологии, еще что-то есть. Отчасти, ну, это действительно правда. А Министерство обороны, ну, как бы, они, слушай, у них такая политика на государственном телевидении, что эта вакцина, она самая лучшая в мире, и все те, кто отказываются ее покупать, они сразу становятся наймитами Запада, там, подхрюкивают Белому дому, этим американцам и так далее. И это как бы элемент информационной войны. То, если вы не покупаете нашу вакцину, значит, она там, значит, вы атакуете российское государство. Ну, блин, ребят, действительно, вы же сами только начинаете ей прививаться в России, и проходит этот третий этап Но уже сегодня я исследований. прочитал, кстати, в новостях, где пропагандисты жалуются, у них же вакцинация добровольная, но массово учителя отказываются в Московской области вакцинироваться, и они там все страдают, как это так. Так вот, это интересно, что доверия новому препарату нет. И тут масса причин. Во-первых, граждане России, они же вот с 2014 года сильно мутировали и понимают, что то, что им говорят по телевизору, будь то белорусские фашисты, или казахские, или украинские, это как бы одно. А ну, если они здесь врут, то кто даст гарантию, что вакцина это абсолютно безопасная. И они, знаешь, они просто эту тему, поставив на щит пропаганды, они ее просто перекачали. И поэтому народ как бы здесь тоже к этому относится достаточно настороженно. Слушай, вот когда-то, по-моему, в прошлый четверг выступал Собянин и сказал, что в Москве, один из крупнейших в мире мегаполисов, привилось 6 тысяч человек с начала вакцинации, а заявку подали на вакцинацию 20 тысяч. Ну, ты представляешь, ну, сколько? Это пыль. Это же вообще, это, ну, про людей не будем говорить пыль, но очень небольшое количество. Ну, я про математические цифры от общего количества, что это да. пыль. Вот, и вот это как бы, ну, как мне кажется, более чем наглядная информация. Уровень доверия к власти уже проявляется. Конечно. И они сейчас говорят, что, наверное, сейчас вот новый этап будет такой, что они будут говорить, это вот все эти происки американцев, которые промыли мозги русским, что они не спешат вакцинироваться. А почему не спешат? Во-первых, ну, масса народа у нас в принципе не То вакцинируется. есть они Путину тоже американцы промыли мозги, что он не вакцинируется сам лично, да? То есть все-таки есть влияние, знаешь, Путина Белого дома. Саш, вот я тебе говорю, они сами стали заложниками своей пропаганды. Потому что они со всех утюгов орали, что это супер лекарство, супер вакцина. А зная, ну, как бы любой человек проводит в России параллель с Путиным. Вакцина есть, у них даже их 3 вакцины. Путин сидит в бункере и не выходит. А если выходит, то очень-очень редко. То... Вот знаешь как, возьмем там американскую даже вот избирательную кампанию, они же все равно выходили в люди, какие-то избирательные мероприятия проводили. Но самое главное, никто не ставил вопрос так, что вот мы разрабатываем там не супероружие, а суперлекарство, которое всех спасет, обязательно всех спасет. И когда власти
к разработке вакцины относится не как к пропаганде, а как к средству лечения людей, то и истерии нету таких. И никто не требует от тех же американских президентов там, вакцинации и ведения такого образа жизни, ну, как до пандемии. А здесь же они просто все перевернули с ног на голову и сейчас требуют от Путина сделать эту вакцину. А он вообще-то из группы риска. Ты же знаешь, что ее колят, вот этот «Спутник-5», детям, людям от 18 до 60 лет. Ну, нет. Я только слышал, что они сказали, пить нельзя теперь 40 дней. Ну да, рекомендуют там, может, меньший период времени. Но смысл в чем? Что вот сейчас, вот, как началась вот эта история с вакцинацией, подходит под критерии люди 18-60 лет. То есть, а может, это просто людей... для отмазки, почему Путин не колется? Нет, я если думаю, что не просто... исследования до конца, откуда они знают? Мне кажется, что эта вакцина, она, просто очень мало времени прошло. И для групп риска, то есть для детей, беременных и людей старшего возраста, должны пройти дополнительные исследования. И вот этого просто еще не произошло. Вот. Согласен. Кстати, наш Медведчук рискнул, ему уже 66, а он поехал в оккупированный Крым и укололся там. Ну, может, он водичкой укололся, никто ж не знает. Раз ты А может быть, он вообще этого не делал. Да. Нет, мы сейчас к нему вернемся. Вопрос у меня следующий. Вот на этой неделе, на прошлой, вернее, зампредседателя Госдумы Толстых сделал заявление, что Украина, это ж вообще ее нету, это территория России, и мы во всех телеканалах освещаем, потому что смотрим, как мы проводим эксперимент над этой территорией. Вот для чего и кому вот такие идиотские заявления делаются? Ой, я думаю, во-первых, это нужно смотреть не только украинцам, опять же, белорусам, казахам. Вот эта вот формула, что это часть России, она же применима, и они время от времени проговариваются и по отношению к Беларуси и к Казахстану. Что это? Ну, по-моему, опять же, если они говорят, вот давай так, эти люди на уровне вице-спикера Госдумы говорят о том, что украинцев нет. Их нет. Вот физически нет. И у них национальная идея, она начала прорисовываться, цитирую этого Толстого, когда они оккупировали Крым, и Крым указал им направление движения развития этой национальной идеи, то есть оккупация Украины, то есть освобождение Украины от украинцев. И, по-моему, вот с чем-то подобным 80 лет назад, чуть больше, начал заниматься Адольф Гитлер. И вот эта вот риторика, которая она используется здесь, она идентична. А что они про Казахстан говорили? Не, ну тут, понимаешь, как бы это комплексный имперский подход. С одной стороны, там Путин в интервью агентству ТАСС, кажется, не ТАСС, а программе Кремль-Москва-Путин, сказал о том, что Россия якобы подарила территории бывшим республикам, и если вы выходите из СССР, то отдавайте или не тащите с собой подарки русского народа. И под этими подарками воспринимается в том числе, например, север Казахстана, Украина практически, там, я не знаю, полностью, что у них какие-то такие, знаешь, интересные подходы, какие-то, извращенцы просто. Извращенцы, люди, которые извращают историю. Они говорят, что вот Украина, она все ей дали россияне. Да? Ну, хорошо, если мы там меряем историю от Переяславской Рады и соглашения, которое подписал Богдан Хмельницкий, и якобы вот после этого Украина значительно выросла территориально. Почему это произошло? Ну, потому что, во-первых, в состав УССР были включены, причем не полностью, земли, где проживали этнические украинцы. Но когда они говорят, что верните что-то, я всегда думаю, ребят,
А как так получилось, вы там про подарки нам рассказываете, что такие регионы, как, допустим, Дальний Восток, почему там такое безумное количество населенных пунктов, которые называются Украинка, Полтавка, там, Крым, еще там какими-то украинскими топонимами. Ну почему так? Казалось бы, где Украина, где Дальний Восток, да, то есть и Сибирь в том числе. Потому что эта территория осваивалась вместе. И получается так, мы вам тут подарили, ну, раз вы ставите вопрос в таком ключе, что русские якобы нам что-то подарили, ну, тогда, ребят, надо возвращать то, что было освоено этническими украинцами в рамках вот этого на то время единого государства. Просто, понимаешь, эти, что они делают? Они рушат самый главный концепт, что они предлагают менять границы, основываясь на какие-то исторические периоды. Но ящик Пандоры в том, что ты начинаешь декларировать, вот это наше было, потому что деды воевали, причем 200 или 300 лет назад, тогда война не закончится никогда. Почему вот принцип нерушимости границ был внедрен после 1945 года? Потому что народ посмотрел, что если мы будем как бы решать эти исторические споры, а они, ну, вот возьми особенно Европу, да, любую часть планеты, там войн было так много, что ну, вот я после вот этой истории, как наехали на Казахстан, на север Казахстана, ну, то есть выдвинули территориальные претензии, по сути, то казахи начали говорить, ребят, ну вообще-то мы правопреемники Золотой Орды, и вы нам не платите дань 540 лет. Понимаешь, можно же так вопрос поставить. И, гляди, подключить немножко талантливых пропагандистов, и через 10 лет это можно сделать национальной идеей в любом государстве. Ну, можно же, опираясь на вот исторический или псевдоисторическую основу. Вот они вот этим занимаются, россияне. Согласен. Ром, скажи мне, пожалуйста, давай вернемся к нашей родной родине Украине. Твое мнение, почему Медведчуку дали возможность иметь 3 медиаканала и такое влияние через телевизор и такую пропаганду сильную? Как такое произошло? Слушай, вопрос мне этот задавали во время стрима, вот я по субботам так стараюсь общаться в прямом эфире, и там один из зрителей, Александр Николаенко, если я не ошибаюсь, задал вопрос в таком ключе, что, Рома, какая нахер война, это цитата, если у нас идет торговля с Россией, и Медведчуки вещают. И я этот вопрос не до конца понял. Просто мне показалось, что человек в принципе ставит под сомнение, что идет война в принципе. И там какие-то примеры приводил в части того, что россияне в своей военной форме ходят по Крыму и Донбассу, что как бы, ну, является демонстрацией вторжения. А вот потом, как бы, я так переосмыслил в спокойной обстановке, получается, что вопрос как раз тот, который ты задал. Что как это так получается, что у нас, с одной стороны, российские захватчики контролируют часть нашей страны, и их пропаганда продолжает действовать абсолютно спокойно в стране. Ответа, конечно, у меня нет. То есть общий ответ такой. Это слабость государства, некоррумпированность элит украинских, которые в том числе используют там прозападную риторику, но они не используют даже законные основания для того, чтобы с этим как-то бороться. Вот была же история совсем недавно, когда одного из боевиков, российских гауляйтеров, включили на телеканале «Наш». Он там рассказывал, что мы там должны выполнить для России, ну, то есть для Донбасса, ну, на самом-то деле для России. И, ну, да, что-то, какое-то было заявление СБУ. А в нормальном государстве, где вот есть эта вот вертикаль власти, это
канал был уже лишен лицензии. И очень У быстро. нас не так. У нас не так, и это, конечно, я все-таки верю, что, вот, как ты сказал, хороших людей, соответственно, здравомыслящих больше, и они не смогут за счет этой своей агрессивной пропаганды перепрограммировать украинцев, но риски очень большие. И то, что Украина как государство ничего не делает в этом отношении, не делала при предыдущем президенте, не делает сейчас, это, конечно, большой вопрос к нашему Я сейчас политикам. смотрю, что вот российская пропаганда, если Беларусь проиграла Телеграм полностью, там нехто, все, владеет информационным пространством через Телеграм, то российская пропаганда очень сильно зашла в Телеграм. И я смотрю, что в нашем украинском Телеграме их же тоже пруд-пруди, вкладываются колоссальные деньги. Как ты считаешь, как вообще государство должно реагировать на вот такие вызовы? Знаешь, я думаю, надо, во-первых, разобраться с тем, с чем можно разобраться. Вот если мы говорим об эфирных каналах, которые спокойно вливают российскую чушь в телевизоры граждан Украины, здесь просто нужно иметь политическую волю для того, чтобы законными методами, а они есть, этот вопрос прекратить. Что касается регулирования, интернета, то, возможно, это сложнее, но у нас часть российских сайтов, они же тоже заблокированы, особенно там все эти ТАССы, РИА Новости, в общем, пропаганда. Я думаю, что должен быть комбинированный подход. Развивать свой контент, качественный, интересный и, главное, объективный. И если есть технические возможности, абсолютную чушь, просто ее надо убирать из эфира. Согласен. Ром, я считаю, для первого знакомства я тебе желаю только всего самого наилучшего. С наступающим тебя Новым годом. И огромное тебе спасибо. Я получил море позитивных эмоций от здравомыслящего человека. Ты знаешь, это взаимно. Вот, во-первых, приятно, что мы, кажется, начинаем ощущать, что Новый год приближается. И дай бог, чтобы у нас все получилось, чтобы все были здоровы. И я закончу нашу беседу от себя словами, что Украина была, есть и будет. И пожелаю белорусам использовать эту формулу, соответственно, в отношении их страны. Тогда и я закончу, как просят меня. Живе Беларусь, слава Украине, и Россия будет свободной. А Казахстан в следующем году давай на этих выборах сноси диктатуру свою. Всем пока, хорошего вечера.